Гранд Каньон – один из глубочайших каньонов в мире. Находится на плато Колорадо, штат Аризона, США, на территории национального парка Гранд Каньон, а также резервации индейцев племен Навахо, Хавасупай и Валапай. Каньон прорезан рекой Колорадо в толще известняков, сланцев и песчаников. Длина каньона 446 километров. Ширина на уровне плато колеблется от 6 до 29 километров. На уровне дна менее километра. Максимальная глубина 1857 метров. Ее посещают более 5 миллионов человек в год. Благодаря такой известности не осталось практически ничего, чего бы мы не знали про Большой каньон. Многие факты кочуют с веб-сайта на веб-сайт и с проспекта в проспект. В связи с этим представляем 10 фактов о Гранд Каньоне, которых вы, возможно, не знали. Но перед тем, как я вам скажу 10 фактов про Большой каньон, вы подпишитесь на канал и поставьте лайк на это видео. На территории Гранд Каньона до сих пор проживает племя североамериканских индейцев Хавасупай, что переводится как «люди сине-зеленой воды». Живут они в селении рядом с одним из притоков Колорадо, речушкой Хавасу. Добраться сюда можно на вертолете или пешими тропами, петляющими вдоль стен каньона. Возможно, многих это разочарует, но Гранд Каньон не самый большой каньон в мире. По размерам он занимает второе место в мире и уступает длиной и глубиной каньону Цангпо в Тибете. В национальном парке Гранд Каньон вы не сможете купить воду в пластиковых бутылках. С недавних пор были закрыты все торговые точки. Выяснилось, что 20% всех отходов, которые производит парк, составляют пластиковые бутылки. Вы спросите, а что делать, если я захочу пить? Все просто. Захватите с собой спортивную колбу или многоразовую флягу для воды. По всему парку расположены специальные водопойные станции, где можно бесплатно заполнить свою флягу чистой питьевой водой неограниченное количество раз. В донных породах Гранд Каньона не обнаружено останков динозавров. А все потому, что породы эти гораздо старше, около 2000 миллионов лет. Из окаменелостей здесь находят кораллы, губки и трилобитов. Сам же каньон начал формироваться 5-6 миллионов лет назад. Люди жили на территории Гранд Каньона уже 3000 лет назад. Археологические находки позволяют утверждать, что первые человеческие поселения на территории и в окрестностях Большого каньона появились уже 3-4 тысячи лет назад. С тех пор местные ландшафты практически не изменились. Вспомните об этом, если вам посчастливится здесь побывать. Когда вы посмотрите на закат или рассвет над Гранд Каньоном, вы увидите те же пейзажи, что видели местные жители несколько тысяч лет назад. Большой каньон был обнаружен в 1540 году испанской экспедицией Франсиско Васкеза де Коронадо. Испанцы дошли до каньона в поисках индейских богатств и мифических 7 городов золота. В каньоне они задержались ненадолго из-за недостатка воды, конечно, ведь тогда еще не было водопойных станций. Согласно статистике, Гранд Каньон довольно опасное место. Каждый год здесь погибает несколько человек. Например, в 2014 году Большой каньон унес жизни 18 человек. Причины разные: сердечный приступ, самоубийство, ДТП, падение с высоты и другие происшествия. С 1925 по 2005 годы 53 человека погибли, упав с края каньона, и еще 48 человек умерло по разным причинам, находясь в самом каньоне. Несколько человек погибли, не справившись с управлением и упав в каньон вместе со своими автомобилями. Гранд Каньон
еще до того, как стал одним из главных туристических аттракционов США, был местом поколения из паломничества среди коренных народов, населявших эту местность. Считалось, что в этом месте обитают духи и что здесь заключена огромная природная сила. Существует тропа South Kaibab Trail, идущая поперек каньона. Спускаясь траверсом по стене каньона, она пересекает реку Колорадо и поднимается по противоположной стене. Длина пути 34 километра. Для того, чтобы пройти этот маршрут, нужно минимум 2 дня. И к тому же вам придется заночевать прямо в каньоне. Такой поход явно не для новичков. Перепады температур между верхом и низом каньона достигают нескольких градусов, а еще нужно нести на себе палатку. Чтобы объехать каньон на машине, нужно около 5 часов. Расстояние от южного до северного края каньона напрямую составляет всего 15 километров. Но чтобы попасть из одного края на другой на машине, придется объезжать каньон полностью. Длина пути составит 350 километров и около 5 часов. Вот почему у большинства людей не получается посетить каньон только с одной стороны в один день. Существует специальный автобус под названием Trans-Canyon Shuttle, который отвезет вас с севера на юг и обратно за один день. Билет туда-обратно стоит около $150. Пожалуй, в этом случае стоит взять вертолетную экскурсию. Вы потратите на $100 больше, но всего за 20 минут увидите каньон полностью со всех возможных точек и сэкономите уйму времени.